Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за прямыми эфирами и нашим общением с Пламеном Пасковым, известным болгарским политологом, политическим экспертом, политиком. Пламен, приветствую вас пламенно. Это было неожиданно, взаимно. Спасибо вам огромное за теплый прием, за приглашение. И надеюсь, что мы постараемся не разочаровывать нашу с вами постоянно растущую аудиторию в этих достаточно непростых временах политически жаркой осени 2025 года. Да, начнем мы наш прямой эфир, как всегда. Собственно, QR-код, который видите возле меня, это возможность поддержать канал и задать вопрос, если видите, если работает этот сервис. Не работает, есть другой, смотрите описание, там тоже можно задавать вопросы. Точно так же мы с них будем начинать. Ну и закрытый клуб зрителей Шелест в телеграм-канале, сообщество YouTube, там можно абсолютно открыто оставлять свои вопросы заблаговременно. И с чатом тоже немного пообщаемся в конце нашего сегодняшнего эфира, ну и в начале тоже. Что, собственно, в начале. Как повлияет окончание войны в Газе на украинский конфликт? Вот такой вопрос. И варианты ответов. Приблизят мир, усилит эскалацию, а мир отдалит. Никак не повлияет. Или мира в Газе не будет. В общем, голосуйте, друзья, выбирайте. Очень интересно, что вы выберете. Это в чате трансляции, да, есть голосование. Вот от этого будем отталкиваться и в конце подведем итоги. Пламен, давайте с этого и начнем. Трамп представил 20 пунктов. Как вы их оцениваете? И, наверное, самый главный момент. А есть ли ниточка, соединяющая вот по состоянию на текущий момент времени разрешение войны в Газе и разрешение войны в Украине? Ниточка, безусловно, есть. Средоточие этой ниточки, естественно, в Соединенных Государствах Америки. И Дональд Трамп, находясь, скажем так, в каком-то политическом шпагате, как Жан-Клод Ван Дам между этими двумя грузовиками, которые, ну, не то что под ударами, от постоянными стараниями двух евреев затянуть его, то бишь Америку, на своих фронтах войны. Еврей Зеленский, еврей Нетаньяху. Пока что получалось не сильно убедительно. Единственное, только у Нетаньяху, ну, под концом так называемой Трампом 12-дневной войны, когда он не просто ее одобрил, ну, это было согласовано с ним действие, естественно, но принял участие искренне лично от первого лица единственного числа с американскими шевронами, американскими самолетами, американскими бомбами и американским бомбометанием и так далее и тому подобное. То есть Америка вступила в этой войне своими, скажем так, кадровыми наличными вооруженными силами, военно-воздушными, военно-космическими, военно-галактическими и так далее и тому подобное. Да, было это коротко, главное, чтобы там точка такая большая, жирная, финальная, чтобы отметить, и сразу после этого было объявлено, что все цели достигнуты, война закончена, война уже называется. Вот так и да. Зеленскому пока что не удается заполучить американские солдаты в любой их ипостаси, в любом их обличии, но с американскими шевронами, чтобы они не прикидывались там какими-то ЧВК, какими-то интербригадами и так далее, другими добровольцами, которые, ну, люди с большой дороги практически, чуть ли не. Пока что не удается. Да, можно просить калибры, можно просить миллиарды, можно запускать дроны вплоть над Копенгагеном и говорить, что это русские дроны. Ну, эти игрушки вы уже на ваших каналах, я на своих, ну, в том числе и болгарских, уже обсуждали, поэтому повторять не буду. Лично мое мнение, что из этих перечисленных вами вопросов я лично склоняюсь к последнему, к четвертому, неутешительному, но самому реалистическому, на мой взгляд. И хотя будет некоторое время ощущение, как будто работает ответ на вопрос номер один, который вы там задали, что вот умиротворение там приведет к тому, что, наверное, будет мир на территории многострадальной Украины. Мир на территории многострадальной Украины в ближайшие 10, ну как минимум 9 точно уж лет не будет, хотя разговоры об этом мире будут только усиливаться, будет даже прекращение огня, и я не устану это повторять, хотя уже трудно сказать, что это будет на следующей неделе, либо до конца следующего месяца, всякое может быть, но перспективы, скажем так, мутные, туман войны как-никак. Но мира настоящего не будет в ближайшие 9 лет. Кто бы и как бы на это не надеялся.
Так что если какая-то связь, ну, связь, во-первых, прямая, потому что Америка снабжает боеприпасами и деньгами, либо влияет на получение не только боеприпасов, но вооружения, скажем так, военно-технической помощи. И в том, и в другом случае не обязательно, чтобы она делала прямиком, она делает это опосредственно, заставляя Европейский Союз, то бишь Европейское НАТО, закупать, а дальше, естественно, без end-user agreement применять, либо перепродавать, либо даже дарить или запускать все это вооружение невозможно. И все эти разговоры о том, что Европа покупает, и что они потом с этим делают, это обычное такое политическое лукавство. Ну, это лицемерие. Это политика. В политике, если кто-то ожидает услышать какие-то откровения, то это только под тяжелой фармацевтикой там, сыворотка правды, что называется, либо это вне политического статуса после большого принятия запрещенных высокооктановых, скажем так, градусных напиток. Ну, это тоже бывает. Это тоже другая сыворотка правды, которая хорошо известна даже на бытовом уровне. Так что, если кто-то хочет услышать из этих 20 пунктов Трампа, 20 пунктов Трампа на самом деле грамотно скомпонованы. Я вчера вечером их читал, обсуждал и следил за тем, как люди, мнение которого я ценю, особенно те, которые приближены действительно к земле на территории Ближнего Востока и знают не понаслышке, как действительно дела идут из военной, социологической, с любой точки зрения в отношениях между Газой и Израилем, и не только Газой и Израилем, но там и другие там сложные отношения, там простых отношений на самом деле не бывает. Они на эти 20 пунктов смотрели как. Подозреваю, что так же, как и Путин смотрел на эти 19 пунктов 17 апреля Виткофа, которые 25 апреля потом звучали, да, почти так же. И я уверен, что они примерно на 70% озвучивались и обсуждались и в Анкоридже. Да, звучат они, американцы, народ ушлый. Мягко ляжешь, жестко спишь, что называется. Но этому искусству их научили израильтяне. Кстати, у Израиля, у Нетаньяху нет других вариантов, кроме как принять вот эти условия. Нет других вариантов, потому что у них достаточно сильно, практически параллельно с этим усложняющееся военное напряжение, я не скажу отношения с Турцией. На самом деле мы наблюдаем феномен, который в старых парадигмах был бы и невозможен. Старые парадигмы, я имею в виду, буквально 5 лет назад это было невозможно. Принято считать, и на самом деле, по большому счету, это даже было правдой, что все глобальные деньги, все глобальные СМИ, все глобальные пропагандистские ресурсы, это в израильских, если не в израильских, в еврейских руках, и мировое еврейство этим правит, рулит, этими инструментами пользуются, благо у них эти инструменты есть. Они ходят по мозгам и капают на ушам людей всего мира, и они составляют всю эту мировую повестку, и там Израиль не может быть плохим, Израиль это только шикарный, белый, пушистый, Д'Артаньян Ближнего Востока, и что бы они ни делали, это всегда только правильно, хорошо и шикарно, а все, что делают, либо даже говорят против Израиля, либо евреев, это антисемитизм, который следует жестко. Короче, долгие десятилетия так оно и было. И эта повестка поменялась не то, что последние 5 лет, а последние 3 года, можно сказать. Причем остро поменялось. 50% из этой же мировой, фактически остающихся в тех же самых еврейских руках, глобальные там рупора, они поменялись со своим мнением. Израиль это плохие, 142 государства признают Палестину, вот так, геноцид, Газа, ужас, что происходит там, и на все институциональные уровни начинают как-то загонять Израиль в угол. Израиль сражается, воюет, пытается добиться своего, ну, как обычно, как может, как получается, с некоторой помощью, скажем так, внешних друзей. Но на самом деле в глобальных глазах вот этого, скажем так, пропагандной среды мира, они плохищи, причем одни из самых первых черных плохищей на самом деле являются. И эти правительства туда не пущать, туда не принимать, этот договор разрывать, еврейским туристам мы не рады, еврейским клиентам в наших торговых точках мы не рады. Слушайте, это было, я не знаю, это, наверное, после 16 века, то есть нашей эры,
Это было трудно представить себе даже. Почему после 16-го, сейчас даже рассказывать не буду. Это так называемый длинный 16 век, архиинтересный, архиважный, который сконструировал тогда вот эти события и расположение сил. Большинство из нынешних устоев нашего сегодняшнего мира, долгий интересный разговор для знатоков, начиная это все с Антонио Сера, а дальше уже по списку. Ну, тем не менее, это было невозможно. А сейчас это не просто возможно, это модно и не просто модно, это практически обязательно. Это практически обязательно. Если ты не на стороне многострадальных газанцев, ты вообще-то урод, ты вообще-то моральный урод, ты вообще-то какой такой, ты сионист, ты вообще, ну, там, на кормушке у израильтян, что ли, у бангстеров, и всякие такие другие благости. Простые ответы на сложные вопросы, причем всегда это исходит из уст людей, которые в этой материальной части не углублялись, не понимают историю региона даже на последние 20, не скажу, на последние 50 или 80 лет, не знают. И все равно они с удовольствием повторяют вот эти мантры. Ну, это вопрос такой немножко, как сказать, Даннинг-Крюгера и Смотрите, Экклесиаста это 11.18. все, конечно, прекрасно, но вы так, ну, Нетаньяху уже тоже игрок. Он Да, играет. еще какой, еще И, какой. судя по всему, ну, как бы, давайте так, откровенно. Когда Трамп вчера озвучил эти пункты, он говорит, Нетаньяху согласен, но если не согласится Хамас, ну, тогда, собственно, я буду поддерживать Нетаньяху всецело и полностью. И, ну, возникает же главный вопрос, поддерживать что? Поддерживать снос всех там высоких зданий, культурных зданий, короче, перелопачивание в груду камней вот этой территории, выселение, отселение, умерщвление и прочее, скажем так, гения с народом Палестины. И тогда Трамп говорит, все, я буду поддерживать. Разница лишь там с Украиной заключается в том, что он говорит, ну, я буду продавать оружие, и все, а тут будет прям поддерживать, то есть это бомбить, получается, после Цахала газу. И игра Нетаньяху, она же сводится к тому, что Хамас-то не согласится. Но тут очень интересно всплыла фигура Тони Блэра. Значит, по этому пунктам, да, по этому плану Трампа, Британия получает, ну там, можно сказать грубо, там, подмандатную эту территорию, можно сказать мягко, в общем, включается в процесс вот этого формирования этого правительства, ну, которое по плану, да, как бы международное, как бы вот такое, там, и палестинское, и с экспертами. Короче, будет рулить Тони Блэр. Его достали, отряхнули из нафталина, выставили на свет Божий и сказали, ну давай, Британия. И опять все повернули головы назад и посмотрели, а как же там бегал за Трампом, как мог быстро король Карл, он же Чарльз, он же сын Елизаветы. Не успевай, не успевай. Ну, то есть получается, что Трампа, ну, некоторые прям аналитики прям всерьез и громко говорят, Трампа перевербовали в Британии. Причем это не то, что там Ермак поддерживает, ну, скажем так, смену риторики Трампа в проплаченном материале в западной прессе, а это так и выглядит. Потому что, условно, британцы как бы свое жало впивают туда, в газу, находясь согласно этому плану в руководстве. По Украине мы видим, да, то, что произошло, и то, что происходит, дальше немножко обсудим. То есть конкретно Трамп, какой бы он мощный старик ни был, он прям вот в канву лег, которую там, эту борозду, которую прочертили, проскребли глобалисты и британцы. Или здесь опять мы скажем так, что, ну, мол, я вот все сделал, мир обеспечил, а вы, мол, там занимаетесь, британцы, и со своими международными экспертами, давайте налаживайте жизнь. А кто вообще представлял Газу? Да, вот как она выглядит? Вот просто на секундочку, если представить, что ты идешь по этому песку, смотришь на эти развалины. Первое, там тонны денег нужно туда ввалить и вбухать, которых нет. Ну, нет в таком количестве. Во-вторых, а для кого это там все восстанавливать и строить, и какую-то жизнь, и какое-то государство формировать? То есть возникает сразу много вопросов.
То есть, получается, берет и сбрасывает на британские элиты тему газа Трамп. Зачем? Слушайте, во-первых, это британская земля, потому что все это было британским мандатом, когда было принято решение, когда-то еще раз материальную часть надо изучать, что там нужно сделать два государства, израильское и арабское, условно-палестинское, хотя и Израиль и арабы там находились на территории именно Палестины, это мы уже обсуждали, еще в интернете можете найти паспорт Голда Меир, где написано Палестин, британский паспорт, она палестинка Голда Меир, и там на иврите, по-моему, был дублированные вот эти там тексты. То есть это публичные данные. Это не только Голда Меир, это у всех евреев, у всех так называемых тогдашних израильтян статус был палестинцами. Это они такие же палестинцы, как и те, которые арабы и арабами не считают, но по-арабски разговаривают, те, которые мы сегодня называем условно палестинцами. Так что все были палестинцами. Евреи своего государства сделали. Те так называемые сегодняшние палестинцы, у них с этим государством не получилось. Кто им мешал? Евреи. Так это принято говорить. На самом деле не так сильно это и получилось, потому что Египет оттяпал там энное количество земли, и Иордания, то бишь Трансиордания, тоже оттяпала. Это было их. Газа до 1967 года было именно египетской, в буквальном смысле, в физическом, юридическом, в любом смысле этого слова. А Иордания, которая тогда была Трансиордания, оттяпала западный берег реки Иордан, так называемые сегодня провинции Иудеи и Самария, и она отказалась от них аж именно 67 год. Ну, 67 год это была Иордания. Где какие палестинцы, где что-то другое и так далее. Это какие-то. Так что это была британская зона ответственности. И когда вы говорили, что Трамп как будто его перезавербовали, но, наверное, многим это именно так и кажется. Хотя я настаиваю на том, что Трампа надо рассматривать не как Дональда Фредериковича Трампа, с его там происхождением, с его особенностями, с его фотографией и даже с его изысканной манерой одеваться стильно, качественно и, скажем так, с вкусами предвзято, взыскательно к себе. Трамп – это представитель клуба триллионеров. Клуб триллионеров, если помните, вернее, вы точно помните, а вот наши зрители, если там есть такие, которые это не смотрели, буквально пару-тройку недель назад, когда мы обсуждали именно его приезд туда, в Великобритании, причем не первый, а второй, потому что до Анкориджа он там тоже побывал, или непосредственно после Анкориджа, если мне... на эти 1,5 месяца дважды он там побывал, и мы обсуждали, что туда его отправили для того, чтобы он договорился с левым берегом Темзы, представителем которой должен являться предположительно Карлос III, то бишь Чарльз III. Что делать с недрами не только Украины, но и России, и с недрами российской Арктики, потому что мировой не просто энергетический кризис, но и мировые, можно их назвать монетарными, финансовыми проблемами и так далее и тому подобное, потому что мировая глобальная монетарная система, она сама заведена не просто в тупик, а, скажем так, она уже одной ногой в пропасти уже летает. По своей же вине, де-факто так оно и есть, то есть любые ресурсы, редкоземы, неважно, частоземы или редкоземы, любые ресурсы архиважны, потому что физические активы Украины были уже посчитаны, мы цифры много раз уже говорили, не буду их повторять. И физические активы России без Лисана Корнева-Сибирского тоже давным-давно посчитаны. И эти ресурсы как раз в состоянии решить вопрос как минимум с unfunded liabilities, как называется в Америке, вот эти суммарные долги, где идут фьючерсы, деривативы, долги компаний, долги домохозяйств, национальный долг США в размере 212-213, наверное, уже триллионов баксов. То есть вот эти ресурсы решают вот эти вопросы, эти ресурсы имеют, скажем так, вес такой, что такие разговоры нужно провести. Почему? Потому что у одних фигурантов левого берега Темзы есть 100-летний договор, где там тоже кластер государств, 6 государств, так называемая коалиция желающих включена в качестве партнеров,
А Трамп, который все это выдернул, ну, надо как-то с этим разбираться. И они как-то разобрались, потому что 17 сентября Зеленский назло, ровно так же, как и грозил после встречи в Анкориджи, что если дела будут идти так, он ратифицирует вот это столетний договор, и тогда пусть вот эти англосаксы обеих сторон, скажем так, Атлантического океана, даже не англосаксы, а бангстеры, потому что речь идет о бангстерах, а не о населениях доброй старой Англии, либо там американского континента, о бангстерах речь идет. Пусть они уже дальше разбираются, кто кому, как, где, что. То есть столкнул их лбами. Зеленский, ему это не отрицать, в удовольствие формальное и юридическое. Они к этим вопросам, даже когда речь идет о колониях или подмандатных территориях, если что-то уже приобретают какую-то юридическую оболочку, они к этому относятся уже по-другому. Надо решать вопрос уже по-другому. Просто так решить его невозможно. Так что, что будет с Газой? Ну, вы и так описательно стали это рассказывать, потому что, наверное, вам тоже не хотелось, Трампу точно не хотелось, и Нетаньяху никогда это не скажет, использовать термин «этническая чистка». Ну, по сути, там им нужно именно это сделать, этническую чистку. Да, Хамас, что бы и ни сказал, как бы, на что бы и ни согласился, они все равно это не выполнят, они все равно это будут нарушать. Если нужно сделать себе дублирующую организацию с другим именем, который будет не Хамас, и они будут этим заниматься, они скажут, это не мы, это они, а на самом деле это одно и то же. Ребрендинг Ближнего Востока, дело такое, теке называется по канонам ислама, то бишь это разрешенное, не караемое, не харам, то бишь не греховная ложь. Так по исламу, по Корану ложь это очень плохо, это ужасно. Но если ты это делаешь во имя там блага веры или там верующих, или там правоверных и так далее, против неправоверных, так это благое дело, это прощается, теке называется. Так что теке это часть этой стратегии. Но газу, вы говорите, там бешеные деньги нужны на восстановление. Ну, Александр, это вам, вы делаете только одну генеральную ошибку, как делают и многие люди. Вы рассуждаете как нормальный человек. А здесь нужно рассуждать именно как они не совсем как мы, они, мягко говоря, ненормальные, они другие. Поэтому они рассуждают и об этих разрушениях Газы, и об этих человеческих жизней, что тех, что других, что третьих, что четвертых. Единственное, с точки зрения, сколько там линейных метров и километров есть напротив этих там Афродита и Тамар, газовые месторождения, разведанные Левиафана, сколько там денег и кубометров газа и нефти есть, и насколько нам это хватит. А, хватит. Ну, тогда мы можем отстроить газу трехэтажную или минус пятиэтажную. Нам без разницы. Морское, британское. А, британское, я сказал. Так вот вам и объяснение, почему опять британцы. А кто с другой стороны вот этого левантийского газового месторождения занимается, Левиафан? Ах, Кипр. Слушайте, а кто там в Кипре-то? Там те же самые британцы. Кипр, то бишь, условно греческий, он де-факто британский. Британским как был, так и он остался, хотя формально они вроде бы от него отказались. Поэтому им нужно вот это, потому что это тоже решает огромные не просто энергетические вопросы, и не просто финансовые вопросы, а геополитические вопросы, которые позволяют тебе влиять 500 до 1500 километров около этой точки с этими масштабами этих ресурсов. 3,42 триллиона кубометра, это, скажем так, на дороге не валяются, и это сильно больше, чем самое большое до этого известное разведанное Парское месторождение, которое делают Катара одним из самых богатых, то бишь в Персидском заливе, я имею в виду. Да, Так пламен. что это прямая конкуренция. Ну и тем более сейчас же какая идет тенденция, давайте откажемся от российских энергоресурсов и так далее, и так далее. А это ж вроде как не российское, это ж свое, вот оно, добывай не хочу. Понятно, что этническая чистка в обмен на энергоресурсы это, конечно, классика современной истории, ну или не очень современной, в принципе, истории. Но у меня возникает очень острый политический вопрос. Сегодня западная пресса пишет о том, что Уиткофа, судя по всему, попросят с должности. Не будет Уиткофа. Подается как-то странно в том плане, что Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. И, в общем-то, ну, вот планы, вот все, согласились, не согласились. То есть реализуют этот план, Витков не нужен. Не реализуют этот план, начинается война, Витков тоже не нужен. Но уход Виткофа сулит украинскому треку, ну, простите, бог весть что. Остается Келог, тот самый, который своими умозаключениями родил сенсацию про томагавки,
да, тот самый, который говорит, что вот Трамп разрешил бить куда зря по Российской Федерации, то есть куда хотят. Уже вышел Сибига и говорит, с сегодняшнего дня нет ни одной безопасной точки на территории России, и мы будем везде бить. Вот так вот. И эскалация, она приобретает, конечно, очень и очень, ну, такую тревожную, да, степень. Но насколько вот эта история с отставкой Виткофа укладывается в стратегию Трампа, ну, исхода Трампа из Украины и сокращения присутствия военного присутствия на территории Европы, о котором, судя по всему, так пишет пресса, сегодня Трамп будет объявлять в своем выступлении перед всеми генералами. Там большой слет генералов в Америке сегодня. Ну, во-первых, я лично уверен, что Виткофа не увольняют и даже не освобождают, а Виткофа ставят на скамье резервных игроков, потому что суть, смысл применения инструмента под названием Витков, это был путь к прекращению огня и договоренности, что после и кому за это будет. Если генеральная повестка изменена не потому, что Витков своими результатами не добился, а потому, что генеральная повестка изменена, то именно BlackRock сказал, что мы уходим из кандидатуры по поводу поствоенного восстановления Украины, а BlackRock это один из больших 4, которые пока что разрешено и возможно обсуждать по названиям их, я имею в виду клуб триллионеров, то взят курс на выполнение госзаказов, военных госзаказов для больших игроков, Raytheon и всех остальных. То есть, если мы сначала будем оружие продавать Европейскому Союзу и будем закабаливать дополнительно большими долгами Европейского Союза, потому что у них экономика вдребезги рушится, и ну, там дела неладные, они не могут это купить по полной цене и в больших объемах, но мы все равно их заставляем, потому что мы являемся руководителями, гегемонами, по крайней мере, над этим западным полуостровом азиатского либо евразиатского континента, то пока это будет возможно, они будут накачивать Европу долгами в виде, ну это не денег, это именно долги, и вооружение, которое будет платиться именно таким образом. То есть они будут производить вооружение, которое будет оплачиваться американскому военно-промышленному комплексу, соответственно, все это вооружение будет применяться там, на полях войны, для того, чтобы добиться сокращение ненужного населения, которое будет мешать потом усвоению всех этих недр. То есть поствоенное восстановление Украины будет легче, проще и дешевле, если там будет меньше населения, для которого нужно это восстанавливать. Потому что для того, чтобы получить доступ к этим точкам для разведки этих недр, ну, им нужна сильно меньше, чем та инфраструктура, в том числе и транспортно-дорожная и прочее, которая сейчас есть. Так что у них взгляды на все эти вещи архициничные. Я уверен, что Витков действительно стоит в стороне и ждет своего часа, вернее, занимается своими обычными делами. Он миллиардер, не абонент социальной помощи, не стоит за него переживать. Мы не найдем его в приюте, либо там с какой-то там пенсией, в каком-то общежитии. Так что Виткову можно о нем не заботиться, не тревожиться. Он не на гособеспечении. Но к Виткову они вернутся после того, как все те планы, которые мы сейчас озвучили, вернее, которые они озвучили, а мы это сейчас обсуждаем, будут выполнены количественно и качественно. Россия пока что не была готова принять вот эти условия, которые были озвучены Витковым из уст Трампа, естественно. Витков от себя подождите, давайте все-таки не будем, да, вот преуменьшать роль Виткова. Завсегда-то у Путина по несколько часов встречался несколько раз с его контактами и хорошими отношениями с Кириллом Дмитриевым, а это прямая бизнес-стратегия сотрудничества России и Соединенных Штатов Америки. Плюс, даже чисто элементарно, нужно будет искать кого-то другого, кого примет Россия. А тут уже возникают вопросы. Если это правда, ну, был такой инсайт, что вчера, в понедельник, 29 числа, должны были созвониться Трамп и Путин, но не созвонились. Россия сказала, нет, не будет разговора. Почему? Да ровно по поводу вот этой риторики Келлога, Венса, ровно по поводу разворота
прошлой неделе на Генассамблее, ужесточение, так сказать, этой риторики. И поэтому, в общем, сейчас в попыхах пытаются назначить новую дату, вроде как на этой неделе, созвона Трампа и Путина. А Витков тут как раз-таки очень хороший человек, полезный кадр. Он может сесть в свой джет и прилететь к Путину, его встретит, приветит Дмитриев, проведет к Путину, посидят там несколько часов, ну и потом, собственно, происходит политика, да, политика и договоренности. Получается, что это оборванный канал связи. Ну, я не буду преуменьшать роль личности в истории. И если Витков действительно добился тех успехов, которые вы только что сейчас перечислили, вот эти длинные, спокойные, добронамеренные, дружественные почти, что ли, встречи с Путиным, это имеет значение, но это не имеет генеральное значение. Генеральное значение имеет именно этот курс на вооружении. Потому что и слова Сибиги, что можем уже бить глубоко, и слова Зеленского, что уже и Кремль может идти в этих самых подвалах, и появление вот эти разговоры об этих томагавках означает, что действительно это еще не геймченджер, но это совершенно другое качественное состояние ведения этих военных действий. Вот это категорическое военное преимущество, которое медленно, Россия выгрызала определенные там территории, дырки в фронте, прорывы вперед на 1,5, на 2, на 3, на 4. Один раз было даже на 8-9 километров, но только один раз. Сейчас на территории Днепропетровской области. Все эти успехи в условиях, вернее, при условии ведения вот таких разговоров, от таких дальнобоев, уже с таким разрешением, ну, это уже вопрос количества, сколько таких томагавков. Потому что я понимаю, что если сейчас наши зрители погуглят и посмотрят, когда был произведен там первый томагавк, ха-ха-хи-хи, это старое оружие. Как раз именно этим и надо бояться, что это старое оружие, то есть это проверенное оружие. Томагавки, если взлетят, они всегда долетят, потому что они давно отшлифованы, и действительно они очень эффективные. Чем старше это оружие, тем лучше оно шлифовано. И заметьте, что если посмотрите на список стран, которые пользуются томагавками, их всего две. Это Соединенные Государства Америки и Великобритания. Даже Израилю они томагавки не давали. То есть это оружие, которое действительно обладает определенным количеством, качествами, свойствами, поддерживать твое военное преимущество по определенным параметрам, при определенных условиях, которые не стоит отдавать никому из других партнеров. Из чего их запускать? Из рогатки? Ну, нет, у них там, естественно, несколько вариантов. Их можно запускать военно-воздушным образом, военно-морским образом, и, естественно, скорее всего, можно и стационарным, хотя в случае это не в счет. Но для того, чтобы запускать томагавки, нужны носители. Я здесь согласен. Есть и другое, более важное требование. Если томагавки будут действительно предоставлены на территории Украины, я говорю на территории, а не в руках Украины, и будут запускаться, даже если не с территории Украины, а с территории Польши. Но, скорее всего, с территории Украины будут запускаться, потому что нужно соблюдать формальность, что это Украина как-то наносит эти удары, да и ближе к территории России все это будет, то с этими томагавками, я уверен, единственное, которые будут иметь отношение к украинским вооруженным силам, это будет охрана тех людей, которые будут оперировать и заниматься этими томагавками. Украинских гражданинов, либо украинских военнослужащих никто к этим пусковым системам томагавков даже близко не допустит, чтобы они надписи там читали. Так что эти удары будут наноситься уже искренне и лично именно британцами с территории Украины, но с благословением Америки, потому что End-User Agreement никто не отменял, и технологические, скажем так, согласованности там тоже никто не отменял. Так что вот это новое качество ведения войны, по-моему, напрягает Путина, именно поэтому он пока что не в состоянии... Подождите, стойте. А в чем новое качество ведения войны? Ну вот давайте так. Смотрите, я помню, вы помните период, когда все в Украине одевались в леопардовое? Помните? Потрясающее было время, слушайте, вопреки моде, вопреки всем веяниям и трендам. Кошатник это был. Все вот это Гепарды и надевали. леопарды. Да. Леопарды, говорят, сейчас нам передадут леопарды. Ну, хорошо, передали. Дальше, F-16, помните? F-16 сейчас отгонят все российские самолеты, все там доминирование в воздухе. Хорошо, что с F-16?
Ну, и как получается? Нет, конечно, очень круто получается. Из F-16 и вот этой ракетой АИМП, как вот над Одессой недавно сбивали вот этот дрон реактивный Герань-3, красиво, только дорого. И опять-таки F-16 имеет свойство, простите, ну, ломаться, разбиваться, уничтожаться. Сейчас запустили вчера эту тему, что вот Гриппины дадут Украине. Сейчас вот эти, класс, вот вы представляете, шведы вот как дадут. В общем, денег куча, самолеты, оружие, все идет. А на утро они проснулись. Швеция сказала, никаких Гриппинов, извините, опровергаем эту информацию, это неправда. Ермак говорит, вот у нас есть инициатива ПУРЛ. ПУРЛ. То есть, когда страны скидывают в общий котел на вооружение Украины деньги. И вот наскидывали 6 стран, 2 миллиарда. Что там, 100 с чем-то миллионов? Ну, сколько? Да, ну, да, 6 стран, то есть, простите, пожалуйста. И причем это сбросились они в августе, а в сентябре не положили ни копейки, потому что это разовая выплата из бюджета тех стран. Как-то не едет ваш ПУРЛ. А где же вот эти запросы на 90 миллиардов оружия для, ну, типа, купить у Америки? Все очень и очень скрипит, ломается, спотыкается и не получается. Поэтому, опять-таки, на поле боя мы не видим изменений, мы видим только риторику. Ну, что изменят томагавки? Хорошо, сколько их дадут? Ну, Это самый главный вопрос. Что они изменят, это вопрос именно количества, которое, дадут, и, будет применяться. Потому что томагавки – это калибры. Если помните, сначала так называемое СВО, которое уже смело, спокойно Песков называет войной, хотя за то же самое слово в России сажали людей за посты в интернете под названием войны. Ну, война войной, уже по-честному, что называется. Сначала полномасштабного вторжения, это другая сторона, как это называет, наверное, это тоже более правильно, калибры применялись много. Потом стали применяться меньше. Потом стали переходить на ФАБы. Потому что калибр – это дорого. Калибр – это требует определенной производственной мощности, которых тогда не было. Потому что в военно-промышленном комплексе это все-таки существует. Имеется там слово «промышленное». А для промышленности тебе нужны промышленные, скажем так, возможности и масштабы, коих не было. И коих сейчас постарались расширить, ну и в многих отношениях там с геранями и так далее получилось, но с калибрами сильно так не разгонишься. То есть так количественно их не разгонишь, потому что комплектующие там много, изделия не дешевые, и бросаться как с дешевыми геранями, ну не очень ахти, то есть не напасешься, что называется. Та же самая ситуация с томагавками. Главное преимущество этих томагавках, главная опасность для России в том, что они действительно очень далекобойные. Больше, чем Storm Shadow, больше, чем Attack MS, которые там на 300-500 километров, больше, чем Таурусы, которые все еще Германия так и не дает, но естественно. меньше, чем Фламинго. Ну, Фламинго... Многоуважаемый Пламен. Фламинго. Розовый фламинго, дитя заката. Что это такое? Какие, Ну, простите, Фламинго пока что видели только в Серенгети, там, в этих там, что называется, озерах. А вот боевое фламинго не видели, а вот томагавк видели. И на деле видели, и Трамп запускал, в Сирии они там томагавками там лупили. Если кто-то забыл, по-моему, это было в первый год его каденции, где он предупреждал, угрожал и сделали так, чтобы ни один осел и ни один российский военный там не пострадал, но все равно ударили по тем сградам. Ну, коротко говоря, применили и показали, что словами просто так на ветер не бросаются. Вернее, Трамп словами просто так на ветер не бросает. То есть, поэтому я говорю, что томагавки – это дело количественное. Почему я на это заостряю внимание? Потому что томагавках было произведено превеликое множество. Часть из этого множества либо нужно утилизировать, либо нужно применять. Утилизировать эта процедура непростая, не дешевая и на самом деле затратная и с головной болью. А применять могут единственные только американцы, либо британцы под надзором американцев. И если сейчас принято такое стратегическое решение, что раз европейцы все это будут покупать и платить, и нам нужно освежить и опреснить наши запасы, я имею в виду американские, то надо разгрузить и освободиться от этих объемов. И вопрос единственный только количество. Если их будет много,
то тогда это будет действительно большая головная боль для России. Изменит ли это условия войны и так, что, видите ли, украинские вооруженные силы рванут вперед, либо уплотнять свои строи, либо замедлят наступление российских сил? Ну, скорее всего, только последнее. Некоторые замедления будет, потому что удары будут наноситься, естественно, по военным объектам. Это нарушить либо разрушить определенные логистические узлы, определенные склады, определенные производственные мощности. То есть замедление, а может быть и временная остановка наступления российских вооруженных сил при условии количества этих томагавков и при условии запуска этих томагавков, причем на территории вглубь России, не только европейской части, но и на территории азиатской части, за Уралом, они это могут. Если российское ПВО с этим не справится, а российское ПВО, ну, очевидно, архи недостаточно для того типа ведения военных действий, как эта война уже свои реалии, можно сказать, наложила. Так что определенной процентовкой российское ПВО точно не справится. Процентов 20-30, я не знаю сколько, из этих томагавки долетят, свое поражающее действие осуществят. Коли так, то тогда это повлияет на ход войны, но повлияет как какие-то тормоза. То есть скорость и ход будет таким же, вернее, скорость будет замедлена, ход будет таким же. Просто потому, что томагавки количество бойцов в составе украинских вооруженных сил не прибавит. Томагавки других, скажем так, архинужных на земле компонентов для того, чтобы удерживать наступление Российской Федерации, не смогут. И главный союзник украинских вооруженных сил будет сейчас союзник под названием «Зима». Вот зима распутится, вот это действительно наложит определенные коррективы. Дальше сложно судить, но я уверен, что мы с чем начали, на самом деле, главная часть вашего вопроса, почему, скажем так, продуктивность и эффективность переговоров с Российской Федерацией или с Кремлем, скажем так, с американской стороны, почему они уже не идут так хорошо, не идут так бравурно, гладко, никто не ставит оценки 10 из 10, никто красную дорожку там не готовит и другие такие вещи, не говорит, что я с ним договорюсь, он меня уважает, он меня чуть ли не любит. Все это уже как-то пока что улетучилось, и об этом даже никто не вспоминает. Просто потому, что новая повестка. Вооружать. Вооружать и применять, потому что это оружие нужно тратить. Потому что это оружие просто заказывать Европу и складировать в Европе, но не для этого это оружие производится. Оружие не коллекционное, а оружие это такое дело оборотное. Его нужно оборачивать, ломать, уничтожать, чтобы и новое заказать. То есть американский военно-промышленный комплекс ждет достаточно большие заказы, потому что Урсула фон дер Ляйен подписала, рассказала, согласилась. 680 миллиардов евро, вот первый такой пакет, мы сейчас все это сделаем. Если у нас этого нет, вы нам это дадите в долг, и у нас это будет, чтобы мы это отдавали Украине. Очень просто. Таким образом, Америка получает массу полезных, скажем так, результатов. Первое. Запускают свой военно-промышленный комплекс, то есть десятки тысяч людей получают работу, получают деньги, получают прибыль. Военно-промышленный комплекс счастлив и поможет Трампу избираться на промежуточные выборы, на праймерис, которые уже не так уж и далеко. Второе. Таким образом разоряется Европа и уничтожается один из технологических конкурентов Соединенных Государств Америки, поэтому толковые инженеры, толковые работники, даже толковые владельцы компаний сворачивают манатки, загружают на контейнера и переносятся в Соединенные Государства Америки, где производитель все то же самое, будет проще, дешевле, удобнее и более защищенное. И с наименьшими затратами по энергозатратам, потому что в Европе энергозатраты уже кошмарные. То есть себестоимость продукции бешеная получается. И в-третьих, сокращается население и Украины, и России для того, чтобы потом, когда прийти, будет меньше кому там перечиться в ногах. Так что список изменения вот этой повестки, благоприятной для Америки, для клуба триллионеров Трампа, более чем очевиден, более чем ясен, более чем логичен. Не надо, я не знаю, там смотреть на кофейную гущу, либо там инсайда какого-то иметь. Это сразу все применяется от этой повестки, это все следует абсолютно обязательно. Цепочная реакция, что называется, получается. Вот и все. Цепочная реакция, кстати, сейчас немножко напряжное слово. В Запорожской атомной электростанции что там творится, это большая проблема. Ну, проблема для кого? Для всех, потому что там Нет, для Зеленского не проблема. Для Зеленского это хорошо. Ну, смотря где он будет и как Роза ветров там распорядится, потому что там 6 Фукусим.
6 Фукусим. Не одна, а 6 Фукусим. Даже не один Чернобыль. 6 Фукусим. Там хреново. Очень хреново для всех. 1500, а может и 2500 километров около этого места для всех хреново. Где Зеленский собирается это переждать, пережить, может поселиться там в ООН, либо поселиться там на лужайке перед Белым домом. Я не знаю, где он собирается там прятаться. Либо рассекать на эти две яхты, там 350 и 700 миллионов, которые там купили. Ну, подальше нужно, на кругосветку там как-то собраться. Не знаю, это его дела. Проблема, большая проблема. Значит, сегодня же день специфический. День референдумов, да? Вот этих, которые провела Россия на территориях, которые забрала. И там Путин записал обращение, и, соответственно, вокруг этого тоже так вот сквозит, ну, определенная такая риторика, по случаю, как говорится. И вот по случаю, комментируя там Песков, комментируя все, что произошло, какой молодец Лавров, как классно выступил, Украина с милитаристской риторикой, служба внешней разведки заявила о том, что готовится уже там провокация с ДРГ в одной из стран НАТО, намекая на Польшу. Причем говорят, что это будут там деятели Легиона Свобода России и полк Калиновского задействованы. Украина прокомментировала, говорит, нет, это не мы готовим, это Россия это готовит. Поэтому, собственно, ну, в общем, друг на друга тычат пальцами. До этого были подобные же откровения по поводу дронов. Европа же в истерике по поводу дронов. Стену готовит, деньги выделяет и так далее. И вот тут как бы уже следующий шаг вот таких провокаций. И Песков заявил, что в Одессе и Николаеве очень много тех, кто хотел бы связать судьбу с Россией, но говорить об этом там сейчас опасно. Ну и накануне там тоже руководитель региона, да, с российской стороны, Сальдо, говорит, что если бы провести референдум, ну вот, на всей области, да, то все бы пошли в Россию. Понятно, что это политические заявления, понятно, что они рассчитаны на внутреннюю повестку, понятно, что повод по случаю и так далее. И сложно здесь как бы давать прогнозы, да, куда бы кто пошли, но тут интересен другой момент, сам факт вот этого референдума. Сибига выходит и говорит, что у Украины есть план закончить войну, ну, рассчитывает закончить войну до конца этого года. Ну, а там как получится. Плюс, в общем, мы закончим до конца года, но нет ни одной точки в России, которая в безопасности. Соответственно, это должно как-то закончиться, чтобы Россия не выполнила свои условия по, ну, скажем так, как бы безопасности своих там западных рубежей. Как вам кажется, вообще тема вот этих референдумов и, внимание, все равно каких, законных, незаконных, все сделают вид, что все законно, все сделают вид, что все нормально. И ровно так, как вот эти референдумы, которые во время боевых действий провела Россия, да, 3 года назад. Ну это же, ну простите, взяла и провела. Они были. Незаконное, считает Украина. А потом со временем станут законными, как, например, с ЛНР, ДНР в свое время. Время просто, как бы проведение референдума или проведенный референдум, он как коньяк, да, или как там вино марочное, набирает свою силу с течением времени. Хорошая аналогия. Хорошая аналогия. Ну, откровенно говоря, референдум в Крыму, я считал, что был настоящим. Просто он проводился во время юридического вакуума, когда действительно страна ломалась под иностранным вооруженным переворотом, и поскольку и статус у Крыма был автономный, что называется, отдельный от всех этих областей, у них были все на то юридические основания, они этим воспользовались. Был ли этот референдум под внешним влиянием? Было бы глупо это отрицать, но это внешнее влияние не было таким, чтобы могло бы переломать эту ситуацию, если народ там не хотел проголосовать так, как он проголосовал. Чуточку позже, где-то в начале апреля, по-моему, это было несколько недель спустя, 11, если мне память не изменяет, апреля, проводили референдумы Луганская и Донецкая, тогда области, которые после этого решили наименоваться народными республиками.
Там формулировка была немножко другой, но эти два референдума я тоже считал легитимными и представительными, юридически выдержанными, просто потому, что первый президент, хотя выборы были вообще-то, назвать их выборами категорически нельзя, были 25 мая 2014 года. То есть до появления Порошенко действительно настоящей легитимной власти как таковой не было, потому что это был просто переворот. С 18 февраля по 25 мая 2014 года нормальное законное правление Украины физически и юридически не существовало. Были вообще-то люди, которые назначены посольством США, и не только посольством США, которые выбирались, и записи, где обсуждались, какие фигуранты и на какие должности следует их баллотировать, это они висят в интернете, любой может спорить с этим, но спорить с очевидностью могут только Даннинг-Крюгеры, либо отпетые пропагандисты или пропагандоны. Если хотят, ну пусть занимаются, это их работа, я с этим спорить не буду, с очевидностями тем более. Но сейчас вот эти референдумы, которые проводились на территории Запорожской и Херсонской области, они, на мой взгляд, не такие убедительные, не такие юридические, не такие выдержанные, как были те, которые проводили в 2014 год, в силу, во-первых, что они не проводились на всей территории. Это, естественно, обязательное, на мой взгляд, условие. Во-вторых, вы правильно отметили, что во время войны, во время совершенно других таких действий, ну, даже если ты уверен, что это население, скажем так, на твоей стороне, хотя бы территорию, административные границы, захвати, потом спрашивай вот это население в рамках этих административных границ, что оно об этом думает. То есть здесь уже есть серьезные основания, скажем так, критиков вот этих референдумов, что они с юридической, не будем говорить о других точках зрения, они как-то не так. Однако... Ну да, в Одесской, в Николаевской области, если было бы и по-честному, но провести хотя бы не референдум, а соцопрос. Но соцопрос, чтобы проводила какая-то независимая сторона, если можно найти вообще какую-то независимую сторону, типа какой-то двойно кристаллизованный, двойно дистиллированный Gallup International, ну условно, потому что Gallup они тоже не такие, скажем так, независимые, и спросить, ребята, вы за, против или нейтрально к этому относитесь? И тогда на базе вот этого результата можно было бы судить, что если эти области будут захвачены Россией, и Россия проведет эти референдумы, то тогда это население встретит это, по крайней мере, положительно 50+%. Про никаких 80-90, там, я понимаю, что губернатор, так называемый губернатор Херсонской области, который даже Херсон, ну, это даже обсуждать всерьез не стоит. Но напоминать сейчас об этих референдумах, еще раз, к сожалению, с этим инструментом референдумов Россия начала хорошо, потом сделали не очень, а сейчас последний вот этот этап получается, ну, не как надо. Лучше не вспоминать сейчас эти референдумы. То есть лучше России их не обсуждать. Не нам, чтобы... Мы можем, конечно, мы должны, если правду хотим найти. России сейчас поднимать их на щит и размахивать их как знамя, ну, я не знаю, какая пропаганда может это сделать убедительно, чтобы это было в территории правды. Еще раз, Крым, да, Донецкой и Луганской области на 75%, 80%, да, потому что там кто-то поменял формулировку, я не знаю почему, и они звучали как-то не так, не совсем так, это уже в формулировках надо смотреть, там какая-то невидимая рука, не рынка туда вмешалась, но все равно народ проголосовал, а дальше все эти референдумы пошло немножко не то и не так. Да. Поэтому идея референдумов, это у меня неоднозначное отношение и мнение по поводу. Да, свежее откровение от Келлога, который, видимо, останется один, если вдруг Виткофа уберут. Значит, в The Guardian он говорит о том, что, ну, подтверждает, что Штаты через Лукашенко ведут с Путиным переговоры. Снятие санкций с Беларуси тоже рассматривалось именно в этом ключе, а не для того, чтобы освободить политических заключенных. Политические заключенные это просто, ну, как добрый, как это, Доброй воли, да. гостеприимство Лукашенко.
Келлог говорит, мы знаем, что он много общается с Путиным, мы не знаем, о чем они с ним говорят, но знаем, что он с ним общается. Установили отношения, чтобы обеспечить открытые каналы связи, чтобы все наши сообщения доходили до Путина. Вот почему мы это сделали. Изначально мы не собирались туда ехать, чтобы освободить политических заключенных, но вот так получилось. Приятный бонус. Сообщения, отправленные Путину, соответствовали сообщениям, отправленным другим кругам. Мне все равно Дмитриев, Ушаков, мне все равно Лукашенко это или кто-то еще. Важно, чтобы сообщения доходили, говорит Келлог. Говорит, что в США не наивны в отношении Лукашенко и знают, что если он освободит одного заключенного, то, вероятно, заберет еще двух. Санкции с Белавиа сняли, чтобы авиакомпания могла отремонтировать свои самолеты, поскольку предпочтительным вариантом является, чтобы их самолеты не падали с неба, но при этом было четко указано, что они не должны использовать их в злонамеренных целях и для перевозки мигрантов в Европу. Прокомментируйте, пожалуйста, старика Келлога. Потужного. Старик Келлог – это эдакой, скажем так, сильно идеологически убежденный агент, я не скажу Украины, 95-го квартала. Ермака. Агент Ермака. Можно и так, и агентом Ермака его действительно определить. Почему он это делает, я готов догадаться, потому что Зеленский усвоил определенное искусство, вернее, он понял, где слабая точка у всех этих западенцев, которые приходят и делают вид приличных, белых, пушистых и законопослушных, но когда в подходящей обертке, подходящим, скажем так, образом, форматом и с достаточной дискретностью, элегантностью и определенными другими специфическими условиями, предложащим некоторую, ну не взятку, но мотивационную составляющую, которая по сути является тем же самым, то эти ребята прибавляют такой азарт и прибавляется блеск в глазах, и несмотря какого-то возраста, они начинают рыть копыта и бороться за эту каузу лучше и больше, чем чисто служебно. Ну, что называется, все они люди слабые, все они такие немножко человеческая природа, что называется, особенно в их капиталистическом мире, это почти принято. Это, у них лоббизм это называется, облагается налогами, а здесь tax-free, то бишь без налогов можно это получить. Ну грех не воспользоваться. От них требуется только поусердствовать еще больше на том поприще, которое и так они формально вроде бы занимаются. А так, если всерьез, то, что Лукашенко сейчас проводит такую интересную дипломатическую линию, я уверен, что это, во-первых, не его личная только затея, но это часть договоренности вполне вероятно либо между Трампом и Путиным, либо между агентами-переговорщиками Лукашенко и Трамп. Потому что, смотрите, если они снимают санкции с Белавиа, это означает, что Белавиа уже может летать везде, как раньше. А Белавиа может летать в сторону Москвы, потому что сейчас Москва, Шереметьево, Внуково, Жуковский, Домодедово и вообще все остальные российские московские порты, они могут летать только в России, в Китае, либо в других несанкционных странах. Ну, в Турции они могут летать, да, и в Белграде могут летать. Ну, вполне может получиться так, что славный город-герой Минск может стать таким авиахабом для того, чтобы не только Стамбул и Белград были какими-то хабами, но главный авиахаб сейчас это Стамбул, но и славный город-герой Минск тоже стал таким авиахабом. Это плохо Трамп? Нет, Трамп просто продает снятие одной санкции за определенные другие поблажки, которые вполне вероятно ему уже гарантированы. Не самим Лукашенко, естественно, Путиным. И вполне вероятно это пилюля обезболивающего, потому что вот этот удар, что мы будем, во-первых, продавать это оружие, во-вторых, мы уже говорим о томагавках. Многие сейчас говорят, но они только говорят об этих томагавках. Никогда они никому их не дадут, и томагавки не будут лететь. Но, Александр, я всегда помню, что всегда, когда какие-то разговоры о каком-то вооружении, о каком-то новом введении какого-то витка там, эскаляции и так далее, который может привести, это новая красная линия, это ужас, это Третья мировая, которая не третья, а четвертая, она все равно идет и так далее. Но это ужас, ужас. Если разговор уже пошел
Это вопрос технологических времени, когда это появится. Те же самые разговоры были по поводу вот этих кошках, которые вы говорили. Ну как, немецкие танки, тигры, гепарды, там ПВО-система, леопарды, ну это вообще красные ли? Ну появились. Ну да, вы правильно сказали. Все танки горят, они горят не хуже, а иногда и лучше, и даже сбиваются практически на этой распутице там, они застревают еще лучше, тем более эти тяжелые там танки. И Абрамсы говорят, все говорят, и Челленджеры говорят, и прочее. Но всегда, когда говорили о каком-то оружии, оно потом появлялось. Говорили, что Storm Shadow нельзя, ну это как, ну это вызов, появился. Говорили об атак МС, что Байден не дает, долго не давал, месяцами не давал. В конце концов появилось и применялось. Сейчас говорят о томагавках. Я, конечно, список этих вооружений, появится F-16 или не появится. Вы правду говорите по поводу F-16, но F-16, в отличие от Гриппенов и в отличие от других самолетов, обладает такое скверное свойство, что он может быть носителем. То есть его обязаны по ядерной доктрине рассматривать как самолет с потенциально возможным носителем. Неважно, вступит ли он в воздушные бои, вступит ли он в качестве истребителя, вступит ли он в качестве, скажем так, обычных конвенциональных действий. Главное, что он технически приспособлен, не дай бог, нести вот такой, черт возьми. И с Да. этой точки зрения его надо под микроскопом все-таки смотреть и А, оптическом прицеле. ну, не знаю, там и миражи уже в Украине, в небе Украины были, понимаете, и все так. Я просто эту номенклатуру вот носителем. Нет, смотрите, это какая-то идет, это какой-то элементарный розыгрыш, это отыгрыш, это шоу имени Трампа и Путина. Все равно это нужно рассматривать в этом ключе, потому что там Келлог может все что угодно заявлять, что там ему все равно, что не все равно, но Келлог, при всем уважении к возрасту и ордену, который вручил ему Зеленский, это фунт. Он что скажет, то и будут делать. Его или отодвинут, или задвинут. Это будет все равно решать Трамп, понимаете. Приходят новости. Задержан украинец Владимир Ж., подозреваемый в Германии в причастности к подрыву северных потоков. Задержан в Польше, в Прушкове и передан прокуратуре в Варшаву. В ближайшее время начнется процедура его экстрадиции в Германии. О как! А Сикорский говорит, герой, герой. Ну, может, в Польше и герой, вот с героическими почестями его, как говорится, в кутузку и, собственно, на Германию. И вот здесь начинается самое интересное. Владимир Ж. вряд ли все возьмет на себя, смолчит, а расскажет все как было, если там действительно были украинцы. По-моему, это не первый, которого обозначивают, на которого тыкают пальцем и который нам преподносят как эдакого Ли Харви Освальда, скажем так, в свете северных потоков 1 и 2. Слушайте, а кто пострадал больше всего от того, что северных потоков 1 и 2 взрывели? Кто пострадал, я имею в виду? Я имею в виду как государство. Но Германия, сказать, что конечно. Германия, так. То есть Германии сильно не безразлично, кто на самом деле учудил вот такое энергетическое, вот такую энергетическую беду, и который фактически приговорил германскую промышленность, потому что это произошло в момент, когда уже германская атомная промышленность, атомная генерация была уже остановлена, была уже заморожена. Угольные шахты тоже были закрыты, газ им отрубать, и что, дровами, а где дрова взять и откуда их? И, соответственно, начался разгром, естественно, немецкой экономики, просто потому, что без дешевой, качественной и много энергии никакая промышленность работать не может и не будет. И сейчас, когда находят определенных фигурантов, и когда их задерживают, и когда, честно говоря, никакими дополнительными подробностями не дают, говорят нам только, что их отправляют в Германию, но что бы он ни рассказал Германию, как, даже если он, скажем так, скажет всю правду, ну, что он должен сказать? Кому это выгодно от этих взрывов? Кто выиграл от того, что эти два потока были взрываны? Две государства. Великобритания и Соединенные Государства Америки, которые стали толкать свой сжиженный газ, который на старте был на 68% дороже, чем российский трубный газ, а потом стал еще сильно дороже, чем тогда. И что?
Что бы он ни рассказал, он может сказать технические подробности. Он может даже сказать, какой-то офицер вот такой-сякой нам пришел, сказал, вот вам оборудование, вот вам задание, вот вам деньги, вот вам все необходимое, вот вам индульгенция. Если вас поймают и заберут, мы вас из тюрьмы достанем и на свободу опять выпустим. И, скорее всего, так оно и будет. Как бы его ни задержали германцы, придут какие-то рыцари плаща и кинжала, что британцы, у которых есть бронетанковые оккупационные бригады на территории Германии, что американцы, у которых есть не несколько, 6-7, как у британцев, а 90 с чем-то баз на территории Германии, скажут, вот этого вы пущать, вот вам ордер, вот вам канцлер-акте, если вы ломаете голову, подчиняться ли вот этому ордеру, либо там приказу, либо там распоряжению, либо там, не знаю, совету, что нужно его выпустить, это мы уже в ответе, что Агенция национальной безопасности, что ЦРУ, что неважно, какие там из 17-18 силовых ведомств под командованием сейчас Тулси Габбард, мы его забираем. Заберут и потом отпустят, либо утопят, как слепой котенок. Это уже им решать, что с ним делать. И как Скрипали исчезли, живые они, нет. Где они, как, что случилось, непонятно. Так и он исчезнет, если на то будет не то, что воля Божья, воля вот этих рыцарей плаща и кинжала. Да. Я, честно говоря, за судьбу этого человека, не знаю, он это сделал, либо его там просто подставили в таком статусе, я бы страховку жизни в этом году ему не оформлял бы, ни на какие условия. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса, а потом перейдем к вашим вопросам. Как повлияет окончание войны в Газе на украинский конфликт? 5% приблизит мир, 8% усилит эскалацию, мир отдалит, никак 40% не повлияет, и 48% утверждают, что мира в Газе не будет. Вот такие итоги. Что скажете? Значит, я угадал. 48% они солидаризировались именно с тем, что я тоже предполагаю, скажем это чуть мягче. Правда, те первые 5%, которые решили, что это скажется благоприятно, я сделал уговор, что об этом будут говорить, но к этому, естественно, не приведет. Так что я полностью солидаризируюсь с тем большинством, которое 48 плюс некоторую часть из других процентов. Да, друзья, значит, перейдем теперь к вашим вопросам. Значит, добрый день, Александр Пламен, Виталий пишет. Денежные потоки в Украину начинают постепенно уменьшаться. Вам не кажется, что дроновая активность в украинском приграничье может оказаться способом заработка? Ведь даже малый процент 40 миллиардов долларов, оперативно выделенных Польше, позволит безбедно существовать дроноводу, особенно с опытом уничтожения нефтепроводов. Заранее спасибо за ответ. Ну, это, конечно, интересная постановка. Вполне вероятно, она имеет основание и право на жизнь. Я имею в виду, что вполне может быть и такой сценарий. Правда, я не знаю, насколько уменьшаются денежные входы на территорию Украины, вернее, в рамках в украинских счетах. Там, кто сейчас? Марченко, по-моему, у вас финансовый министр. Только, наверное, он владеет этой информацией, да Зеленский. Остальные только спекулируют да интерпретируют, вряд ли что-то больше. Я, скорее всего, ожидаю, что будет некоторое наполнение, которое будет, естественно, архинедостаточным, но сказать, что они уменьшаются, когда они приходят, пусть и в недостаточном количестве, у меня есть некоторые сомнения. Если идет курс на милитаризацию через Европейского Союза и НАТО в сторону Украины, но это без некоторых денежных поступлений и даже увеличений быть не может. Правда, все эти деньги – это не деньги, это долги. Долги для Украины, долги для европейцев – это уже другая такая сермяжная, грустная правда жизни, которую мы много раз обсуждали, поэтому постоянно повторять, наверное, нет смысла. Поэтому вот так идея, или вернее гипотеза имеет место и право на жизнь, но я не владею некоторой информацией для того, чтобы иметь какое-то более категорическое мнение. Угу. Значит, вопрос следующий от Петра. Если 20 пунктов Трампа по Газе это фактически акт о капитуляции Хамаса, то акт о чьей капитуляции будет в пунктах Трампа по Украине? Ну, по поводу 20 пунктов Газа, это не совсем капитуляция Хамаса, потому что там достаточно мягкие, вкусные, даже ароматизированные условия ухода, либо умиротворения
если умиротворение с кавычками, и Хамас все равно не пойдет. Даже если обещают, они это не сделают. Ну, И либо потому очень что быстро. Израиль их перестреляет потом. Ну, они, давайте тоже не Да, будем. там полная взаимность, поэтому да, причин много, но они все равно на это не пойдут. Пейджеры раздадут и говорят, уезжайте, а потом эти пейджеры взорвутся. Ну, это, все понимают это просто. Могут и 17-й iPhone им раздать, и все равно то же самое будет. Да, даже без пейджеров. Это вопрос действительно такой. Вторая часть по поводу Украины. Что он, извините, немножко потерялся. Ну, предложение по Украине, чья капитуляция в пунктах будет? Предложение по Украине – это не капитуляция. Это не капитуляция просто потому, что капитуляция Украины, ну, скажем так, с точки зрения западенцев, она субъектности из себя уже не представляет. Нельзя капитулировать тому, который уже все равно является объектом, а не субъектом. То есть это уже управляемый объект. Дважды капитулировать не получится. То, что этот объект сейчас сражается с Российской Федерацией, это не суверенное мнение, решение и желание целокупного украинского народа. Я не помню, чтобы после 24 февраля кто-то проводил хотя бы опросы и референдумы. Вы, ребята, готовы, хотите воевать против этого агрессора? Настроение, естественно, и ненависть, и обиды, и оскорбления было. И те, которые хотели, пошли и воевали. То есть военкоматы были заполнены, добровольцы были. Эти добровольцы сгорели в рамках первого года на 80+%. Остальные, которые не сгорели, вернулись без определенных анатомических особенностей, которые, ну, комплектация у них не полная. Да. Дальше что? Значит, Иван, братушки в этой войне на чьей стороне? Они за русских или за украинцев? Или, как всегда, за турок? Ну, во-первых, они никогда не были за турок, это он зря. А во-вторых, более 70% населения Болгарии, безусловно, генетически, можно сказать, даже иррационально, просто так спонтанно, любую Россию, в какой бы она ипостаси не была. Поэтому, если Россия выйдет с какой-то другой России, которая не называется Россией, большинство населения Болгарии симпатизирует России просто потому, что это Россия. Это не сопровождается какими-то, скажем так, знаниями, подробностями, какая суть современной России, современного Кремля, Москвы, там, Путина и так далее. Либо что из себя представляет современная Украина, вернее, представляла до 2014 года, или с 2014 по 2022, либо после 2022 года. Они в этих деталях очень плохо, сумбурно, чуть не сказал, ориентируются. Нет, они не ориентируются. Но если их спросишь, просто буквально на второй, на третий, не то что вопросы, а предложения, которые на этой теме, а я за русских. До того, как начинаешь какие-то подробности обсуждать, а я за русских. И я вам так скажу, многие болгары, в том числе и молодые, которые еще хуже знают Россию, чем те, которые моего возраста, либо между моего возраста и возраста моих детей, они все равно за Россию просто так, ну, назло. Потому что болгароязычное, не наше, антинаше правительство, оно жестко выполняет вот эту проевропейскую, скажем так, повестку и излучают служебную профессиональную русофобию. Вербально они против России. Раз правительство, которое мы ненавидим, против России, значит мы за Россию. Вот так. Народ у нас такой, балканский. Поэтому все американские послы, которые приезжали в Болгарию с 93 года, они всегда говорили, что они пришли заниматься, скажем так, искоренением российского влияния в Болгарии. На что все наши аналитики и бывалые люди желали им успеха в этой затее заниматься отбеливанием цветных металлов. Если вы думаете, что у вас получится, можете... Да, Мирослав спрашивает, в Украине будут отключения света или это пугалки? В прошлом году тоже говорили, что, возможно, будут отключать, но, слава богу, обошлось. Спасибо. Ну, я на тумблеры не смотрю, я тумблерами там не управляю, не рычагами, но с учетом того, что происходит с российским НПЗ, с учетом того, что последние недельки-две удары геранями сильно меньше, чем раньше, когда их было кратно больше, это означает, что сейчас их копят, наверное, ждут определенных климатических, метеорологических изменений, и тогда, скорее всего, лучше готовиться иметь альтернативные источники света, тепла и всего остального, потому что бой по генерации может и не быть, а по распределению, либо по определенным участкам. Вот пару-тройку дней назад была достаточно жесткая обработка города-героя Киева. Вот такие жесткие обработки будут много
но, скорее всего, во второй половине ноября, либо Мгм. в середине ноября. Вопросы Пламену. Коммунар спрашивает. Кто спонсирует Христа Грозева, или он сам по себе такой? Почему левое движение перестало ассоциироваться с борьбой трудящихся, и теперь это ЛГБТ и прочее? Что отводит взгляд? Это невероятно красивый, очень интересный вопрос. Христо Грозев – это предатель болгарского народа и позор болгарского народа. Христо Грозев на кормушке Ми-6. Христо Грозев работает на Великобританию. И благодаря доносам Христо Грозева упекли в британскую тюрьму несколько болгарских гражданинов с обвинениями без доказательств, что они типа работают на России. Некоторых из них я знаю, а других я знаю очень хорошие мои знакомые, которые их досконально знают. Это была чистая клевета, и этот мерзавец скверными, скажем так, устой своей и этими действиями просто сделал так, что наши сонародники болгарии уже сейчас томятся в британской тюрьме, и с этим бороться невозможно. Почему левое движение сейчас стало ассоциироваться вот таким образом? Просто потому, что люди, наверное, плохо из себе представляют, что такое левое. Ну, левое это имеет, это длинная палка. Начало, середина и конец вот этой палки, это все равно части одной палки, но они имеют, мягко говоря, сильно разные обличия. То левое, которое мы помним, это левоконсервативное, левогосударственное, левоэтатистское, если по латыни надо назвать. Это было левосоциально справедливое, социально-демократическое, с демократическим централизмом. Это было, если хотите, левоправославное или левохристианское. Это был наш левый вариант, который мы себе представляем. А вот продолжение вот этой палки, вот это левачество, которое, к сожалению, тоже является левым. ЛГБТQ – это левое, феминизм – это левое, Black Lives Matter – это форма левых. Александра Оказио-Кортес и Берни Сандерс Демократической партии США – это тоже турболевое. Левое – это и троцкисты, которые захватили Америку в качестве идеологического центра. То есть вся эта, скажем так, специфическая публика, с которой мне не хочется иметь абсолютно ничего общего. Если это единственное левое, я бы стал бы крайне правым сразу, на минуточку своей, к сожалению, является частью вот этого левого. То есть левое это как медикамент, как препарат. Лекарство является лекарством тогда, когда оно в правильной дозе и в правильной концентрации. Если оно будет меньше, оно не работает. Если оно будет больше, оно будет ядом. Вот эти леваки, которые сейчас формируют общую повестку, которые заполоняют полосы там, смрад каналов, это как раз именно токсический левый, это радиоактивное левое, это уже перебор левых. Это уже левачество, которое потеряло связь с традиционными ценностями, с 10 Божьими заповедями и с представлением о добре и зле. Вот Да. такая проблема. Александр Леонов, чат трансляции, вопрос. Деньги нолики, ресурсы все. Три гиганта. Эксон, США, Чина, Петроль, Китай, Сауд, Арамко, саудиты. Вы согласны, что сейчас Израиль и Газа это просто повод начать дерибан саудитов? Не зря же англичане лезут. Это тоже очень интересный гипотез. Хотя прямой ответ мне хочется сказать нет. Однако то, что саудиты являются, скажем так, под контролем американцев, а все остальные соседние им арабы, которые промышляют на том же самом, то бишь на нефти, являются не то что прокси, они под прямым управлением и являются даже членами Commonwealth, то бишь британского сообщества, это правда. Так что есть ли определенный конфликт между этими денежно-нефтяными властями Америки и денежно-нефтяными властями левого берега Темзы? Ну, безусловно, есть. Я даже вспоминал, когда Сауди Арамко, это было несколько лет назад, их бомбили, и не только порт Бейрут, это в 2020, по-моему, году, если помните, оранжево-красный, желтый такой дым, ну, большой взрыв был. Недавно, кстати, болгарская полиция задержала одного из подозреваемых в этом взрыве на территории Болгарии. Это такой интересный случай. Я не ожидал от нашей полиции что такого высокого полета, что называется. Но, тем не менее, да, там постоянно идут такие конфликты, но я считаю, что главным конфликтом будет не на территории Саудовской Аравии, где все разведано, все известно и уже все расчерчено,
а главный конфликт будет на уровне Левиафана, то бишь Левантийского газового месторождения. То, что постоянно обсуждаем, потому что значение это просто увеличивается, а не преуменьшается. И поэтому, если кому-то надоело, чтобы я это повторял, пусть зайдут и посмотрят, что за объемы, и посмотрят на таблицы, где и как это соотносится с другими объемами разведанными других больших или самых больших газовых и нефтяных месторождений в мире. И тогда станет понятно, почему там они дадут себе бой, левая рука против правой, Да. если есть необходимость. Значит, следующий вопрос из чата трансляции. Тоже так интересно. Пользователь называется «Налоговая инспекция». Ого! Здравствуйте. Значит, томагавки могут использовать только американцы, либо британцы под прямым руководством США. Как вы думаете, подвинут ли американцы свои идеи и ограничения? Я не знаю, что имеет в виду налоговая служба. Что за идеи, что за ограничения нужно продвигать. То есть я не понимаю связь между идеями и назначениями и томагавками. Поэтому мне сложно ответить на вопрос, который не понимаю. Если вы его поняли, то есть если я не носитель языка, но вы поняли какие-то обертоны либо нюансы, поделитесь, я тогда постараюсь ответить. Нет, ну я в плане там, что американцы будут диктовать, что делать дальше, понимаете? То есть вот какая мысль, что они же только управляют этими ракетами. Я говорю, да, даем. Ну так а что взамен Украина? Чем, какими решениями и каким объемом будет уступать? Значит, будут идти в плане американцев, а россияне будут четко говорить, ну все, воюем с Америкой. Ну, россияне будут это говорить и на уровне Караганова, Медведева, Дугина и других там гуру, скажем так, идеологического толка. Они об этом говорят, естественно, открытым образом. Правда, ничего подобного никогда не говорил ни Путин, ни Лавров, ни другие должностные лица, ни Песков там и так далее. Все они говорят, ну, какое-то непонятное, безликое, аморфное, объединенное НАТО. Ну, НАТО. Кто объединитель НАТО? Где главная квартира НАТО? Кто главный командир НАТО? Да, что, неизвестно, что ли? Не, я не спрашиваю про генсека НАТО, я про верховного главнокомандующего НАТО. Там всегда это американские кадровые генералы. Так что если с вами воюют вот эти, что вы вообще-то копошите здесь на территории этой Украины? Ну, бейте по центрам принятия решений, как Да. десятки раз уже говорили. Ну, ничего подобного не происходит. Да, друзья, пожалуйста, поставьте лайки, очень важна ваша поддержка, потому что канал подсанкционный, прикрученный, обрезанный, так сказать, задушенный, придушенный, но ваш лайк всегда как глоток свежего воздуха, поэтому поставьте. Очень вас прошу, для того, чтобы, ну, все-таки вот этот канал, он был, да, он был, существовал, собирал потрясающую, разумную, классную аудиторию, которая являетесь вы, люди, которые пишете и комментируете. Ну, давайте, чтобы разрядить атмосферу, так сказать, финальный вопрос прозвучит следующий. Причем очень серьезно. Андрей Плеханов интересуется. Пламен, а вы знаете, почему во всем мире паприка, а на просторах бывшего Союза название болгарский перец? Знаю. Поделитесь. Потому что болгарская промышленность, в том числе и легкая, то бишь пищевая, производила титанические объемы, которые до времен социализма, когда стали вообще-то заниматься селекцией, механизированной обработкой земли, сеитбообращение, оценки всех видов почв. В Болгарии больше 120 видов почв, в том числе и того чернозема, который сильно популярен и известен и имеется на территории Украины. Коротко говоря, тогда вот эта добыча, скажем так, продуктов у нас ну, просто взрывилась. И поскольку мы были членами Варшавского договора и, что более важно, Совета экономической взаимопомощи, по решению советских товарищей вот эта продукция шла целыми составами, поездами в сторону великого и могучего Советского Союза. Я даже в бытности школьной своей и студенческой своей работал на эти консервные фабрики, где мы производили огромное количество сильно характерного для наших регионов Южной Болгарии красным перцем. Мы сами это очень любим, и обычно в этом сезоне, сентябрь-октябрь, было очень так... Входишь в город или в село, тем более, и пахнет жареными там перцами, потому что люди готовят на зиму, скажем так, банки закатывать определенным образом, и все это выносилось и экспортировалось. И когда люди это видели, не только вот этот пил болгаркой стали называть, но и болгарский перец стали называть болгарским перцем, потому что, наверное, Болгария была ну, чуть ли не монополистическим
экспортером, с точки зрения Советского Союза, импортера вот этого вкусного добра. Поэтому так оно и получилось. Да, друзья, всем большое спасибо, что побывали на нашем прямом эфире. Спасибо, что нашли время. И для тех, кто смотрит в записи, тоже отдельный вам привет и просьба поставить лайк. Если не подписаны на канал Пламена, подписывайтесь. Если не подписаны на канал Александра Шелеста, ну, слушайте, ну, я не знаю, как это быть не подписанным на канал Александра Шелеста. Подпишитесь, Приличные пожалуйста. люди обязательно это делают. Приличные люди так и делают. Будем наблюдать, изучать и, конечно, смотреть и зрить в корень и дальше. Всем добра и света. Пламен, спасибо за время и мысли. Братья и сестры, товарищи, дамы и господа, друзья, не друзья, боты, троллы, враги, господа офицеры и господа не пьющие не офицеры. Выключить, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все у вас приложится, и мир, окружающий около вас, станет яснее. Будьте с нами, продолжение следует. Всего вам доброго. Берегите себя,